Так креветки вы точно не готовили. В этом видео я покажу, как в обычной кастрюле на плите в квартире приготовить настоящие копченые креветки. Никакой луковой чепухи или заварки, только настоящее копчение на щепе. Небольшой спойлер. Креветки получаются волшебные. Если вы смотрите мой ролик впервые, то рекомендую посмотреть мои предыдущие два ролика, где я коптил варено-копченую грудинку и горячего копчения, поскольку там вы найдете ответы на многие вопросы, которые точно у вас возникнут. Как минимум я развею ваши опасения по поводу дыма и кончины вашей кастрюли, а также из них вы узнаете, почему мой метод копчения не только ничем не отличается от привычного копчения в коптильне, но и гораздо безопаснее. Ссылки на эти два ролика будут в описании к этому видео. Итак, поехали! Для приготовления я использую замороженные креветки. В моем случае это относительно крупные аргентинские креветки. Но вы можете использовать любые другие креветки, которые у вас есть. У меня креветок всего 500 грамм. Первым делом креветки необходимо засолить. Для посола я возьму еще 1,5 литра воды, это примерно 1,5 килограмма. То есть общий вес креветок с водой у меня получится 2 килограмма. Для посола я использую крупную морскую соль. На мой взгляд, морская предпочтительнее для засолки рыбы и морепродуктов. Но вы можете использовать и обычную крупную поваренную соль. Главное, чтобы соль была без добавок. Крупную я использую лишь потому, что в нее не добавляют антислеживающий агент. Соли я беру из расчета 1 столовая ложка с горкой на 1 килограмм общего веса продукта и воды. В моем случае это 2 столовые ложки. Воду доводим до кипения и сразу в нее выкладываем замороженные креветки. Оставляем креветки в рассоле на 1-2 часа. Затем воду сливаем и даем ей хорошо стечь с продукта. Для копчения необходимо, чтобы поверхность креветок была сухая. Чтобы они быстрее подсохли, я их протираю бумажным кухонным полотенцем и сразу выкладываю на подставку, на которой они будут коптиться. В качестве подставок я использую подставки из нержавейки для пароварки. Можно укладывать креветки плотнее. В моем случае на 2 подставки можно было бы уложить раза в 2 больше креветок, чем есть у меня. В этот раз я буду использовать 2 вида щепы – ольхи и груши в пропорции 50/50, но вы можете использовать и обычную ольховую щепу или любую другую. Всего мне понадобится 12 грамм сухой щепы для копчения, которую я выкладываю на блестящую сторону фольги. Накрываю вторым слоем, края загибаю 2 раза, чтобы получился герметичный конверт. Этот конверт выполняет роль дымогенератора и жиросборника. Конверт из фольги со щепой плотно укладываю на дно кастрюли и в верхнем слое фольги обычной зубочисткой делаю проколы. Теперь засыпаю фильтрующий элемент, благодаря которому я очищаю дым. Это циолит, минерал природного вулканического происхождения, который отлично адсорбирует многие канцерогены и очень эффективен для очистки дыма от примесей. Конечно же, можно коптить и без него, но с ним продукт получается еще лучше и безопаснее. В этом видео я буду осуществлять контроль приготовления только одним термометром с коротким щупом для контроля температуры внутри кастрюли коптильни. Я его взял лишь для того, чтобы процесс копчения в этом видео был наглядным, и вы видели, как меняется температура внутри кастрюли коптильни в процессе копчения, а также продемонстрировать, как вы можете пользоваться термощупом, если в отверстии в крышке для выпуска пара ваш термометр не проходит. Я откручиваю ручку у крышки, вкручиваю ниппель для термометра. Использовать ниппель не обязательно. Можно просто обернуть щуп фольгой для герметичности, но с ниппелем, конечно, удобнее. Отверстие для выпуска пара я закрою обычной бамбуковой палочкой, в моем случае из-под суши, так как они уже были съедены. Выкладываю продукт на подставках в кастрюлю. Подставки для пароварки в этом случае очень удобны, так как ставятся в 2 яруса. Ставим кастрюлю на самую большую конфорку и включаем максимальный нагрев. Кастрюлю при этом держим открытой до появления первого легкого аромата дымка и только после этого закрываем крышкой. В начале нагревания до 150-160 градусов из древесины происходит преимущество испарения воды. В дальнейшем при нагреве до температуры 270-280 градусов происходит термическое разложение составных частей древесины.
При температуре около 290 градусов резко меняется характер пиролиза или термического разложения древесины. Если до этого момента для разложения древесины требовалось подводить тепло извне, то разложение древесины при температуре свыше 290 градусов происходит с выделением тепла. В этот период протекают основные реакции распада составных частей древесины. При температуре 300 градусов образование летучих веществ достигает максимума. Примерно при температуре 280-350 градусов дым содержит максимальное количество наиболее важных коптильных компонентов, и такой дым является самым ценным для копчения. Именно в таком температурном диапазоне и на таком дыме происходит копчение у меня в кастрюле. Поэтому результат копчения в кастрюле, а точнее и правильнее сказать в мини-коптильне, каковой по факту и по сути является кастрюля, точно не хуже, а даже превосходит по органолептическим характеристикам продукты, приготовленные в привычных классических коптильнях, поскольку при сгорании дров костром или принудительном сжигании щепы в дымогенераторах с повышением температуры увеличивается количество газов, которые уменьшают выход органических соединений, которые и формируют вкус и аромат продукта. Они попросту улетучиваются с паром, и результат получается соответствующий. У меня дым начинает образовываться примерно на 4-й минуте при температуре внутри кастрюли около 70 градусов. При этом он не такой интенсивный, плотный и не такой желтый, как если коптить без фильтрующего элемента. В других случаях, когда я не использовал фильтрующий элемент, у меня дым начинал образовываться примерно на 3-й минуте с начала нагрева. Если вы коптите без циолита, то контролируйте процесс копчения по цвету и интенсивности дыма до тех пор, пока он не начнет менять цвет с белого на желтый, или когда его интенсивность будет такой, что он начнет немного выходить из-под ободка крышки. После того, как началось дымообразование, можно засечь примерно 1 минуту и затем полностью выключить нагрев. Если у вас электрическая плита, то кастрюлю следует переставить на холодную конфорку. В моем случае это надо было сделать на 5-й минуте, когда температура внутри кастрюли достигла 85-90 градусов. Я специально не стал еще минуту не выключать нагрев, чтобы продемонстрировать, что дым не валит из кастрюли, как многие этого опасаются. Изменение температуры на градуснике наглядно показывает, что после выключения нагрева на холодной конфорке температура сначала опускается до 83 градусов, а затем начинает снова расти до 90. Это происходит из-за процесса термического разложения щепы, который идет с выделением тепла. И только примерно через 15 минут температура стала плавно опускаться. Я стараюсь в кастрюле коптильни поддерживать температуру на уровне 80-90 градусов для мяса и 70-80 градусов для рыбы, поэтому если для контроля температуры внутри кастрюли вы будете использовать градусник, то не поднимайте температуру при нагреве выше 80-90 градусов, что касается приготовления креветок. Из креветок выделяется достаточно много влаги, но благодаря сферической форме крышки конденсат не капает на продукт, а стекает к краям крышки. Аромат от копченых креветок такой безумно вкусный, что уже хочется открыть кастрюлю и сразу все съесть. Если вы знаете, насколько вкусно пахнут креветки, приготовленные на гриле, так вот аромат от копченых креветок еще более насыщенный и вкусный. В общем, будьте готовы бороться со слюной и соблазном не съесть их сразу. После того, как дым в кастрюле исчез, а точнее адсорбировался на поверхности продукта, это первый основной этап копчения. Затем начинается второй, не менее важный этап. Идет абсорбция осаженных на поверхности продукта веществ или проникновение и насыщение дымом продукта. На этот этап необходимо отводить не менее 12 часов. Именно поэтому продукт сразу после копчения мы не едим, а отправляем его на выдержку. На этом этапе происходит также распад многих веществ до обычных органических безопасных уксусной и муравьиной кислот. После выключения нагрева крышку не открываем, а даем кастрюле остыть примерно в течение часа вместе с продуктом. Через 50 минут после начала копчения температура внутри кастрюли опустилась до 50 градусов. Вот такая красота у нас получилась. Дым лег равномерно, цвет насыщенный, креветки с богатым дымным ароматом. Это настолько вкусно пахнет, что удержаться и не съесть все сразу после копчения очень тяжело.
Креветки получились идеальные по соли, а вкус и аромат копченых креветок ни с чем не сравним. Кастрюля совсем не пострадала. Благодаря циолиту на ней практически нет следов копчения. Он забрал в себя все смолы и поглотил многие канцерогенные вещества, в том числе радионуклиды и тяжелые металлы.